Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. В сегодняшнем видео тема пойдет о дополнительной помпе или догревателе печки. На примере у нас будет сегодня тот, что сгорел у меня, и я его поменял был перед этим. Сегодня мы его разберем, посмотрим принцип его работы. Спасибо Александру, тему закинул. Сегодня мы разберем и посмотрим, с чего он состоит. И попытаемся его разобрать без съемников. Как я открутил отсюда. Зацепил вот сюда, эту сторону за вот эту грань. Удерживал рукой одной, второй рукой открутил против стрелочки в эту сторону. Внутри у нас стоит пластина. Я думаю, она металлическая. И здесь, по идее, у нас стоит магнит. Из-за чего это магнитная будет у нас муфта. Но еще не теряем, здесь стоит шайбочка. Эта шайбочка помогает нам для того, чтобы у нас сохранялся нужный зазор. Если у нас этой шайбы не будет, она у нас будет вращаться постоянно, по идее. Ну да, она будет вращаться, я думаю, все время. Она слышно, что трение происходит. То есть мы убрали этот зазор нужный для контроля. Ну, потом подается сигнал, и магнит притягивает эту пластину, за счет чего она у нас начинает вращать целиком этот вал. Так, разбираем дальше. Снимаем вот это вот колечко методом поддевания. Снимаем. Или можно использовать клещи. Раздвигаем и вытягиваем. Нанес повторно, даю подсохнуть, чтобы не потерять метку затяга. Здесь было оно заправлено вот сюда. Можно выкручивать этот болт. У меня он плохо идет, я не захотел его тревожить. Просто в окружную его вывел. И смотрю, он весь потресканный. Надо будет смотреть, нет ли переломов на самом проводе, так как он был открытый и подвергался температурному влиянию на провода. Эти вот оболочка, она просто такая дубовая, что к ней прикасаюсь, и оно все лопается. Явно оно уже отжило свое. Ну и сейчас откручиваю эту сторону. Пока выпрессовывать ничего не буду. Напоминаю, съемника у меня нет. Попытаемся максимально разобрать, что можно разобрать. Осмотреть, при возможности все-таки снять муфту. Сильно их прихватило. Пришлось простукать их молоточком. Перед тем, как откручивать, обязательно вставляйте максимально глубоко. Если вставить не полностью, то есть вариант, что вы ее оближете ее частично, то потом, конечно, зазора будет для зацепа меньше. Создаем ей, как всегда, упор, и после этого начинаем откручивать. Тем самым нам понадобится меньше силы. Обычное, что здесь правосторонняя резьба, обычно. Направо закручиваем, налево откручиваем. Так, в принципе, как я и писал
комментарии отвечал Александру, для чего она нужна. Этот болт у нас служит как заправка. Сюда надо доливать типа силикон. Здесь мы открутили, потом аккуратненько простукаем легенько по бокам, чтобы его чуть-чуть сорвать молоточком маленьким. После этого, когда начинаем открывать крышку, будьте аккуратны. Одна часть этой прокладки, вот видите, в моем случае пристала сверху, а эта пристала снизу. Если резко рвануть, ее можно просто разорвать. Если не найти такое уплотнительное колечко, то после этого вас будет там соплить. Когда будете собирать эту крышечку назад, обратите внимание, вот здесь есть такие два выступа, и они должны попадать у вас вот сюда. Один сюда, один сюда. Тем самым крышечки, как, не знаю, впадает в свои пазы. Такая крышка внутри. Если смотреть вовнутрь, то здесь действительно, смотрите, какая жижа, как холодец. Видно, да, течет? Вот смотрите, видно, медленно переливается. Так что информацию я подал правильно. Действительно, здесь есть смазка. И это у нас идет заливочная пробка. По идее, не снимая, откручивать этот болт и доливать его вовнутрь, пока с него не потечет. Тем самым это будет как раз где-то половина заполненного пространства. Напоминаю, это не инструкция. Это моя машина. Я ее разбираю, вам показываю. Я никому не рекомендую так делать, так разбирать. Знаете другие способы, пожалуйста. Просто я ковыряюсь много, если честно, много чего я даже не выкладываю. Очень строго отношусь я к своим видео в последнее время, много чего не пропускаю. Много было бы видео и по климату, и по всему, и по заводке, и по стартеру, но пока информации такой я не выкладываю. Будет конструктивная информация, все будет выложено обязательно. Так, ну, что находится внутри, нам понятно. В принципе, здесь мы больше ничего снять не сможем. Отсюда мы видим, я так понимаю, с той стороны шток тут что выходит. Ну, можно понять единственное, что здесь смазки этой, здесь смазка это есть. Насколько много ее или мало, по идее много, так как заполнена она вот здесь. Ну, а тут у нас ходит по вот этим вот ячейкам, ходит непосредственно наш антифриз. И тем самым в этих местах он нагревается. Это будет, можно сказать, как проходит, я писал в комментарии Александру, как через котел проходит вода. Она, да, кстати, может называться даже, и когда вы будете искать, вы не можете найти. Она будет прописываться как водяная помпа. И по идее, если это водяная помпа, то там внутри у нас должна стоять крыльчатка, которая во время вращения помогает циркуляции. Тогда ее можно назвать и догревателем, и помпой. Сейчас на данный момент мы видим способ, как она догревается. В принципе, здесь мне ничего, как бы сказать, я делать не собираюсь, так как муфта эта у меня сгорела. Я сейчас ее просто-напросто закрываю, эту крышечку назад. И с этой стороны мы уже с вами разобрались. Из моего наблюдения понятно, что
герметиком все-таки не стоит наносить, потому что он держал резинку как в зубах. И получается, резинка может и готова распрямиться где-то, но герметик ее не пускает в определенных местах. И возможно из-за пересыхания этого герметика потом будет у вас подтекание. Сейчас промазываю масличком это место легенько и назад ставлю, перед этим очищу колечко вот это. Оно все видно в этом герметике. Местами я здесь его еле оторвал. Вот видно даже кусочки, следы остаются резины. Настолько она к герметику этому прикипает. Ну вот видно, я закрутил назад болт. Видно, что это действительно болт для заправки. Конечно, есть здесь какое-то помутнение, но ничего критичного нет. Смазочные у него работает, так как оно очень густое. Двигаемся дальше. Колечко удалось очистить от герметика. Вставил ее в губку, зажал губку с двух сторон и протянул это колечко с разных сторон в разном направлении. Оно очистилось. Потом на палец нанес масло и заполнил вот эту ячейку. Ну, вот такое где-то расстояние. Потом ложу сюда просто-напросто колечко. И колечко это начинаю прокручивать. Тем самым промазываю эту ячейку. И промазываю потом все масличком само колечко. С этой стороны. Ну что ж, с этой стороны мы разобрались. Пробка это скорее всего, когда отдают для того, чтобы дозаправили там или перебрали. И это ставят метки ребята, которые этим занимались и дают какую-то гарантию. Так что все это фигня. Заправлять я его не буду, так как она у меня не рабочая. Поставил ее сюда аккуратненько, потом прокручиваю чуть-чуть и сажу ее вниз. Дальше дожимаю от руки все болты по колечку. Смотрю, чтобы не было везде зазора, не было перекоса. Это делаю для того, чтобы села резинка, вот эта наша маленькая внутренняя, так как она дает сопротивление при затяжке. Ну потом не обязательно даже навхрест это делать. По колечку можно уже это прокручивать, прошли и все. Все затянуто. Метка тут тоже совпала, но это, повторяюсь, она нам не нужна. Так, теперь буду думать, как выпрессовать без съемника эту магнитную муфту. Для начала очищаю все ножиком. Очищаю вот этот ободочек со стороны места, куда насаживается подшипник. Ну и после этого смазал масличком, для того, чтобы ему было легче выйти с подшипником. Мысли вслух, ребята. Это у нас, все мы знаем, для замены амортизаторов есть вот такие вот съемнички, которые помогают сжать пружину. Ой, если уже... Это просто идея, ребята. Я этого делать не буду, просто идея. Если совсем беда, можно вот, смотрите, накинуть его вот сюда. Он там заходит в пазы. Регулируется вот здесь стяжка. Потом берете вот здесь, делаете резьбу, ну, провертеть дырку, нарезать резьбу, ставить сюда болт, и методом зажимания он будет тянуть на себя муфту. Мысли вслух, повторяюсь. Ну что ж, ребята, включил логику. Что у меня есть, с тем и буду работать. Взял два те, что снимать, ой, пружины, а один вот, я думаю, вы все догадались, что это за съемник. Вот он, съемничек этот, еще к нему идут дополнительные, да? Знаете, да, что это за съемник? Я его разобрал, переставил вот этот болт с вот этим болтом местами. И у меня он получилось
имеет на конце вот этот болтик такую точку. Эта точка попадает прямо в центр. И что вы думаете? Очень легко оно выходит. Вот уже где находится непосредственно подшипник. Он уже почти в самом верху. Вот таким легеньким методом, благодаря тому, что есть, у меня получилось выпрессовать эту муфточку. Может, кому-то пригодится. Пишите, кто понял, что это за съемничек. Запчасти к нему. Все, ребята, дальше будет. Крутим вот этот центральный болтик, и подшипник наш уже почти вышел. И таким методом он у нас выходит. Маркировка подшипника постараюсь показать. Короче, хрен его знает, какой там подшипник. Бог с ним. С той стороны у нас смотрим. Накернили здесь для того, чтобы подшипник сам по себе, по идее, не проворачивался и не ходил туда-сюда. Ну, он бы и так не ходил. В принципе, для убирания люфта, наверное. Или чтобы все-таки он не крутился. Так, и здесь у нас тоже есть маркировка. Так, есть по маркировочке, посмотрели. Так, и здесь есть маркировка какая-то. Это тоже что-то непонятное. Или она написана наоборот, наверное. Так вот. Так, сейчас снимаю вот это колечко. Снимать буду его. Колечко снято. Ну и тут выпрессовывания уже никакого не надо. Вот я расшатываю. Место установки у нас будет, смотрите, вот здесь у нас будет садиться вход. Запоминаем, где в этом месте садиться будет. И крепежу. Все. Снимаем. И сняли. Это у нас не маркировка, а пластмасса, какая использовалась. Так. Ну вот наша. Вот здесь может быть какая-то маркировка есть. Ну что ж, ребята, мы посмотрели сегодня на примере разборки догревателя антифриза или дополнительной помпы на примере Jeep Grand Cherokee 2.7. Ну что ж, посмотреть, почему она сгорела, я не электрик, я не знаю, в чем здесь прикол. Максимум, что я могу, это осмотреть эти провода. Насколько я информацией владею, то здесь где-то стоит у нас какой-то конденсатор, и он обычно перегорает. И ребята некоторые, я не знаю, возможно, эта крышечка снимается, или эта крышечка снимается, не знаю, тут уже. И выпаивается конденсатор, выпаивается новый, и она по идее работает, потому что, ну,
многие говорят, что он горит. Ну вот, я его разобрал. Здесь есть у нас, видно, какой-то нагар с одной стороны. Или она была заклинившая. Царапину я уже сделал. Или она была заклинившая, ну не знаю. Может, ее прихватило, она вообще стояла годами. А сейчас у меня она заработала. Ну не знаю. Короче, все. На этом все. Показал, с чего состоит, как в принципе работает. Внутри постараюсь сейчас вам еще со светом досниму сейчас. Что у нас внутри? Ну вот, смотрите. Явно там есть какие-то лопасти. Так как, например, идет для охлаждения, используются лопасти. Здесь для лучшей прокачки антифриза. Так что ее, в принципе, можно назвать, что она идет как помпа. Ну, судя по тому, что она на стенках, в стенках этих прогревает антифриз, то все-таки она идет как и догреватель. Ну вот я вам показал, в принципе, все. На этом все. Этот шток у нас, видели, с той стороны было колечко, если кому интересно. И он выпрессовывается после того снятия кольца с той стороны. Но стоит он здесь четко, так что проблемы в нем никакой быть не может. Если и будет проблема у вас, то с этим подшипником или с тем, что там пересохнет смазка, та, что высокотемпературная, или горит эта муфта сама по себе. Вы знаете, ребята, все же, я думаю, к помпе она никакого отношения не имеет, так как я посмотрел на эти ребра. Тут, понятно, все вращается просто. Здесь вращается без каких-либо трений. Все легко, хорошо. Только муфточка эта прижимается. Ему крутиться становится тяжело. Тяжело начинается крутиться. Тут, я так понимаю, за счет этого будет выделяться тепло какое-то. Ну, если крутить сейчас вручную, то там ничего не вращается, абсолютно. Оно стоит все на своих местах. Так что, увы, но это не помпа. Если бы там были лопасти, которые помогали прокачивать, то да, это была бы помпа и нагреватель. А так это просто нагреватель антифриза. Догреватель антифриза. Догреватель антифриза для того, чтобы быстрее пошло в салон тепло. Можно отнести его, как там писали, приблуду эту, к комфорту. Для того, чтобы нам в холодное время суток как можно быстрее в салоне пришло тепло. Вот и все. Если оно у вас не работает, ну ничего страшного. Чуть-чуть померзните, а потом будет у вас счастье. Одна из версий, что нагревает этот весь механизм, тот гель. Во время вращения он выделяет тепло. Это одна из версий. Итак, ребята, разобрал еще раз для того, чтобы показать, как в принципе он нагревает. Для этого муфта у меня уже снята. Одеваю назад на шток и начинаю его вращать. И теперь смотрим, что происходит внутри. У нас здесь, благодаря вот этому гелю, происходит так званое трение. Трение, ребята, это тепло. Так что, если у вас здесь геля не будет, то у вас здесь не будет и тепла. Потому что во время вот этого вращения, смотрите,
получается у нас больше всего, что этот гель служит как нагреватель. То есть он нагревает вот эту вот стеночку, ходит антифриз и через него проходит и нагревается. Так что гель у нас идет здесь как догреватель антифриза. Не как для смазки, не как для облегчить вращение, а как наоборот, для того, чтобы создать трение. И во время вращения есть вот такая версия, что гель этот, он создает температуру. Еще хотел поднять вопрос по поводу, стоит ли наносить герметик или все же моторное масло. Я вам скажу, однозначно моторное масло. Вот я второй раз снял эту крышку, а перед этим нанес туда моторное масло на резинку. И она стала такая длинная, ребята, что я ее назад сунуть не могу. Пришлось уже по кольцу закручивать. И сейчас буду в конце ее как-то туда запихивать и закручивать здесь. Это означает только то, что она разбухает и у нас здесь не будет никаких пропусков. А вот когда герметик, он дубеет, и у нас после этого пересыхания резинка уже так держать не будет. Так что думайте сами. Ну вот такое вот устройство. Принцип работы все-таки оказался, в конце разобрался, что это только догреватель. К помпе никакого отношения оно не имеет. Все, ребята, разобрались. Всем удачи. Пока.